Если вы думаете, что пульгоги это просто жареное мясо по-корейски, то это не так. Сегодня я сломаю этот стереотип и превращу это блюдо в настоящий хот-pot. Горячий, насыщенный, бурлящий котел, который в Корее готовят, когда хотят удивить гостей и собрать всех за одним столом. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Перед тем, как мы начнем готовить, давайте сначала разберемся, что такое пульгоги чонголь с точки зрения корейской кухни. Чонголь это не просто суп, а формат коллективного блюда, которое исторически подавалось как более парадная версия горячих блюд. Ингредиенты раскладываются в ряд либо слоями и готовятся одновременно, постепенно раскрывая вкус. В отличие от классического пульгоги, где мясо быстро жарится на сильном огне, здесь маринад используется тот же, но техника приготовления меняется. Тонко нарезанная говядина отдает все свои соки бульону, создавая более глубокий и комплексный вкус. За счет этого получается характерный баланс, легкая сладость, насыщенная, как сейчас принято говорить, умами, и чистый мясной аромат без перегруженности. Именно поэтому чонголи надо сравнивать с форматом хот-pot, потому что блюдо постоянно меняется во время приготовления, а вкус становится только богаче. И сейчас я покажу вам, как добиться такого результата у себя дома. Итак, первым делом давайте подготовим все ингредиенты. Начнем с репчатого лука. Я взял красный лук, но также можно взять и обычный белый. Нарезаем его перьями. Далее морковь. Ее мы нарезать должны толстой соломкой. Для этого мы сначала морковь нарезаем на толстые пластины, а далее уже нарезаем на такие вот брусочки. Важный момент. Старайтесь нарезать все ингредиенты одинаковой длины, чтобы они потом красиво лежали у нас в котелке. Следующими подготовим грибы в вешенке. Сначала отрезаем у них основания, а далее просто руками разъединяем на отдельные грибочки. Делается это легко. После этого хорошо промойте их под холодной водой. Следующие у нас грибы это эноки. Данные грибы не обязательны, но я все же рекомендую их добавить, потому что они очень жевабельные и с приятной сладкой ноткой. У них также отрезаем заднюю часть, а далее разделяем руками на небольшие пучки. И последние на сегодня грибы это грибы шиитаке. У них сначала отрезаем ножки, а далее нарезаем просто на пластины. Только на не сильно тонкие. Друзья, в данном рецепте я использую 3 вида самых популярных грибов в корейской кухне, но вам не обязательно использовать все 3 вида, можете использовать 1 либо 2. Также не обязательно использовать именно эти грибы. Например, вешенки достать несложно, но эноки и шиитаке можно заменить на шампиньоны и, например, древесные грибы. С ними тоже будет вкусно, только древесные грибы не забудьте предварительно отмочить в воде. Далее стручковый острый перец. Я специально для красоты взял 2 разных цвета, красный и зеленый. Их нарезаем на длинные овальчики. Если не хотите, чтобы ваши пульгоги чонголь был острым, то можете заменить стручковый перец на сладкий болгарский. Он тоже бывает разных цветов и даст приятную пряность во вкус. Далее плоский зеленый лук-чеснок. Его в корейской кухне называют пучу, вы его знаете как джусай или как лук душистый. Если нет у вас такого, то просто используйте обычный зеленый лук. Его я разрезал просто пополам, примерно такой же длины, какой была у нас морковь. Далее еще нам надо нарезать зеленый лук длинной соломкой. В ролике про корейское барбекю я вам уже показывал, как его нарезать на такой салат, как пачори. Если не смотрели то видео, обязательно гляньте. Но если вкратце, то просто сворачивайте зеленую часть лука, а далее тонко шинкуйте ножом. После этого надо отмочить этот лук в холодной воде, чтобы ушла лишняя горечь. Ну и наконец мясо. Для пульгоги традиционно используется говядина, как правило тонко нарезанная. Лучше всего подойдет для этого блюда говяжья грудинка, шея или лопатка. Я взял именно лопатку. Я купил уже тонко нарезанную говядину, вы это можете сделать предварительно немного подморозив мясо. Либо попросите в мясной лавке своего мясника сделать это на слайсере. Мясо надо нарезать на небольшие пластины и далее замариновать. Давайте смешаем этот маринад. В миску добавляем соевый соус, измельченный чеснок, сахар, кунжутное масло, 5 или 6% рисовый или яблочный уксус, а далее хорошо перемешиваем, пока не растворится сахар. Напоминаю, все граммовки указаны в описании к этому ролику. Теперь вливаем соус пульгоги к нашему мясу, хорошо перемешиваем.
Проще всего это сделать с помощью рук, предварительно надев перчатки. Старайтесь, чтобы маринад распределился по мясу равномерно. Далее надо накрыть миску пищевой пленкой или крышкой и дать постоять мясу хотя бы 30 минут, а лучше пару часов. Пока наше мясо настаивается, давайте приготовим бульон, который традиционно используется для большого количества супов в корейской кухне. Для этого я возьму специальную сетку для приготовления бульонов. Можно, кстати, использовать мешочки, либо фильтр-пакеты для чая. А можно и вовсе это все не использовать, главное потом не забудьте процедить бульон. Итак, нам понадобится несколько листов сушеной ламинарии, сушеные анчоусы. Перед тем, как класть их в воду, убедитесь, что у них внутри не осталось внутренностей. Несколько зубчиков чеснока, и я еще всегда кладу пару грибов шиитаке. Можно свежих, можно сушеных, но сушеные надо предварительно отмочить в воде. Закрываем сетку. Теперь вливаем в сотейник литр воды, кладем эту сетку и включаем огонь. Как закипит, варим так 25 минут. Если будет образовываться небольшая пенка, аккуратно уберите ее ложкой. Посмотрите, какой красивый цвет у этого бульона. За 5 минут до готовности можете добавить еще столовую ложку соевого соуса. Данный бульон можно легко заменить на говяжий, куриный, либо вовсе овощной. Также можно использовать обычную воду вместо бульона, но обязательно добавив в нее половину столовой ложки корейской приправы дощида. Причем неважно, с говяжьим, либо анчоусным вкусом, и так будет отлично. Но конкретно этот бульон, который я показываю в данном рецепте, это просто невероятная штука. Сушеные анчоусы, ламинария, грибы, чеснок — это все просто кладезь натурального усилителя вкуса, или, как сейчас принято говорить, того самого умами. Несмотря на то, что основа этого бульона сушеные анчоусы и ламинария, вкус у него далеко не рыбный, а в готовом блюде он усиливает вкус остальных ингредиентов и особенно мяса. Поэтому, если есть возможность приготовить этот бульон, обязательно воспользуйтесь этим шансом. Итак, теперь давайте подготовим чонголь. Берем широкий сотейник с низкими бортиками. И теперь в центр кладем нарезанный зеленый лук. Сделайте в нем небольшое углубление, чтобы этот лук образовывал как бы круг. Далее в центр этого круга аккуратно горочкой выкладываем замаринованную говядину. Причем не стесняйтесь эту горочку выкладывать ввысь. Так блюдо будет смотреться еще более эффектно при подаче. А теперь осталось выложить по кругу наши ингредиенты. Первым я выложу аккуратно репчатый лук. Как вы видите, я не случайно взял красный лук, чтобы наше блюдо смотрелось еще более красочно. Далее грибы-вешенки. Аккуратно выкладываем морковь. Грибы шиитаке. Так как они у нас нарезаны пластинами, постарайтесь их уложить тоже аккуратно. Пучки грибов эноки. Теперь зеленый лук-чеснок. И последним я выложу нарезанный стручковый перец. Вы посмотрите только, какая красота у нас получилась. Блюдо действительно выглядит очень празднично. Именно в таком виде обычно подают его на стол, на котором стоит плитка. Настало время приготовить пульгоги чонголь. Заливаем аккуратно горячим бульоном, включаем плиту и, когда начнет бурлить, немного убавляем огонь и ждем. Обычно пульгоги чонголь готовятся быстро. Главное, мясо регулярно переворачивайте. Тонко нарезанной говядине достаточно буквально 5 минут активного кипения. А далее уже можно есть. Обратите внимание, блюдо готово. Но при этом я рекомендую убавить огонь, но полностью не выключать. Самое время пробовать мясо. Оно очень нежное и вкусное. Это уже больше, чем просто пульгоги. Это по-настоящему вкусный и насыщенный суп. Если у вас за столом компания, не забудьте всем раздать пиалы или глубокие тарелки, а также рядом положить небольшой половник, чтобы каждый мог зачерпнуть себе этого супа. Не забывайте, что говядина вкуснее, если есть ее и с другими ингредиентами, а именно с грибами и овощами. Ну и конечно же бульон. Он тут просто невероятен. Говядина, овощи, грибы отдали свои вкусы, и суп стал очень насыщенным, плотным и ярким. И с каждой секундой становится все вкуснее. Желаю вам приятного аппетита, друзья!
Это невероятное блюдо, насыщенное, яркое и при этом не острое. Отличный вариант, чтобы удивить не только себя, но и своих близких, поэтому обязательно попробуйте приготовить, я уверен, вы будете в восторге. В корейской кухне есть и другие варианты такого хот-пота по-корейски, поэтому если вам понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк, а также напишите об этом в комментариях, и я обязательно сниму для вас другие рецепты блюд категории чонголь. Обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и не забудьте нажать в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики, а также гляньте другие мои видеорецепты и вкусные гастрономические влоги из Южной Кореи. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!